Пару слов вопросов задам заказчику. Заказчик будет за кадром. В общем, Алла, я так понял, вы очень давно выбирали себе камин, да? Примерно какой период и как давно вы хотели, чтобы у вас был камин? Ну, года 3. А вот то, что вы видели в магазинах, есть много всяких каминах, что вас смущало, не устраивало в этом? Очень не хотелось, чтобы все тепло уходило в трубу. Топить улицу. Мне хотелось, чтобы она отдавала тепло внутрь, а не улице. Ну и вот мы 2 дня, и вот Мы если... нашли золотую середину. Ну, меня, честно, поразило то, что вот процесс как горения активного где-то было 3 с чем-то часа, но вот уже день закончился, прошло, наверное, часов 8, и как бы целый день эта печка отопила этот дом, получается, правильно? Вот здесь 400 кубов, а в целом впечатление об этой печурке. 7 минут и уже плюс 3 градуса – это сильно. В таком большом Да. Внизу, причем, да? Да. У вас это градусник прямо у пола, и да. он 27 показывал у пола. Да. Котел нагревает это помещение, ну, чуть меньше суток. А здесь 7 минут и уже плюс 3 градуса тепла, и чувствуется воздух теплый. Понятно. В общем, по тому, как она дает тепло, вам, в принципе, все понравилось. А визуально, как выглядит камин? Визуально очень Да. хорошо. Он какой-то вот такой вот, ну хай-тек, конечно, но он добрый. Понятно. Форме. Ну, я в своих печах стараюсь, чтобы они были... Какая-то изюминка красоты у них была. Да. По эстетике, конечно, он хорошо. Он пишется, и и то, что огонек такой, там видно в окошко, это вообще Стекло не загрязняется. не загрязнение. Это самое главное, что она оправдала все наши ожидания. Потому что, когда ты приезжал, было 15 градусов, и мы пушку включали, а тепла Двумя не было. пушками. Да, 2 пушками, а тепла не было. А здесь, говорю, 7 минут, и уже воздух стал теплым, то есть нос не мерзнет, а потом-то ведь вообще... А потом Ташкент, в футболке невозможно ходить. Невозможно ходить, окна открывали. Ну и пару слов в заключение. Спасибо большое. Я очень рад, заказчик доволен. Все, всем счастливо, пока-пока. Заказывайте печки, перья, и будет классно.